Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллара-рубля. Ну, еще бы, господа, хотелось бы начать. Ну, естественно, как я вам и сказал, тот мой прогноз сбывается с точки зрения удержания 81.50. На 82 мы пока не выходим, понятно. Ждем, естественно, событий. События пока не наступили. Ну и, соответственно, никакого укрепления за счет там экспортной выручки и так далее не происходит. Значит, смотрите, господа, покажу я вам сразу небольшой, как говорится, опять ликбез пройдем в нашем телеграм-канале. Значит, смотрите, первое. Между тем, акции First Republic Bank упали на 28% после того, как более сильное, чем ожидалось, падение депозитов вновь разожгло опасения по поводу регионального банковского кризиса. Вот, господа, опять мы начинаем доставать те самые дубинки, которые на самом деле сейчас пытаются опять давить цены на нефть. Вот смотрите, что у нас сегодня, господа, были. Значит, смотрите, вот он у нас 5-минутка на нефти. Обратите внимание, попытка выйти на 82.80 и просто завал с 12 часов, давление в сторону на пробой 80 уровня, да. Пока мы этого не произвели, но предпринимаются все попытки, чтобы туда выдавить. Смотрите, что было с долларом. Смотрите, что он сегодня творит. Он прям начал с 4 утра практически, да. Просто вертикальный взлет. Помните, я вам что говорил? Я вам сразу сказал, что перед преддверии как раз запасов по нефти доллар начнет резко укрепляться. Вот оно, пожалуйста, полное вам подтверждение. Но, господа, есть один интересный момент. А что у нас происходит с долларом-рублем? А с долларом-рублем, как мы видим, да, у нас, собственно говоря, ничего не происходит. То есть укрепление по сравнению с тем, насколько вырос доллар, да, и с тем, насколько вырос доллар к рублю, не такие уже существенные. Да, мы видим небольшой вот он рост, да, но вот, в принципе, с 4 утра у нас начал расти доллар. Обратите внимание, здесь пока никакой не было динамики, потом немножко поднялись. И, в принципе, вот он, восстановили этот 81.50, да, мы здесь немножко были до этого ниже, да, вот мы уходили вплоть до 80-80, да, ну и, соответственно, 81.50 мы в итоге восстановили. А дальше, как я уже говорил, естественно, это будет и 82. Но укрепление по рублю, по доллару не настолько существенное. Это говорит о том, что, как я и говорил, не будет сильного выхода там, скорее всего, за 82.50. То есть, если мы смотрим, насколько у нас взлетел доллар здесь, в принципе, я вас предупреждал, 102, 102,5 это те уровни, которые индекс доллара вполне себе, да, вот 103,5 это туда, куда мы уже пойдем на рост, это уже, скорее всего, после ставок там и так далее, да. А вот, пожалуйста, уже 102 мы практически достигли, да. И 102,5 это вот ровно доллар туда поднимается заранее, чтобы давить на цены на нефть. То есть этот механизм, как я вам и сказал, будет сейчас основа из основ. И не важно, какая там будет выходить статистика, потому что, смотрите, на самом деле мы сегодня ждали, да, сегодня у нас вторник, как известно, индекс розничных продаж Redbook, что он показал? Индекс розничных продаж показал, что там они хуже становятся. Индекс цен на жилье, да, США, число выданных разрешений на строительство. Вначале был индекс цен на жилье. Он показал, что он тоже, такая там динамика была нестабильная. Что-то там росло, что-то там падало, число выданных разрешений сократилось. Индекс доверия потребителей непосредственно понизился, то есть все-таки домохозяйства испытывают определенное инфляционное давление. Продажи нового жилья тоже подсократились, там опять же месяц к месяцу, год к году, они разные. Аукцион по размещению двухлетних казначейских нот, то есть облигаций, проходит в принципе практически в рамках прогнозов. А вот дальше, господа, самое основное событие, которое мы и ждем. Это на этот день, я имею в виду, да? Это недельные данные
запасы сырой нефти по данным Американского института нефти API. Так называемые неофициальные запасы, но которые уже многое нам могут сказать о том, что произойдет завтра, да, когда у нас выйдут, естественно, они официальные. И вот эта вот динамика, которую мы видим, да, она говорит о многом. Она говорит о многом. То есть, во-первых, скорее всего, американцы уже знают, что там запасы сокращаются. И, во-вторых, они заранее уже начали разгонять для того, чтобы как раз не дать нефти. Ну, давайте посмотрим вот здесь. Видите, да? Вот он. Не дать нефти выйти обратно за этот 82.50. Помните, вчера мы туда подходили? Это как раз была середина вот этого квартального коридора, да? Вот для того, чтобы нам перейти в зону роста и вернуться туда непосредственно к 84, дальше, соответственно, на 88, да, нам нужно будет прорваться через это 82.50. Для этого нужны причины. Как минимум фундаментальные и, естественно, скорее всего, потом подключение уже, как говорится, спекулятивные трейдеров и прочее. Да? В данный момент мы видим, как только мы подобрались к этому уровню, доллар резко начал расти. Не хотят выпускать за 82.50. Если сейчас, как говорится, запасы выйдут сокращением, нефть может восстановить этот уровень, но не пробить. То есть ее уже заранее опускают ниже. Да? Обратите внимание, я вам говорил, что я не верю, что будет пробит 80-й. Вот, собственно говоря, до него мы пока не доходим. Пока не доходим. Пока сохраняем, пытаемся защитить его. Посмотрим, что будет дальше. Еще раз говорю, в эту игру могут играть не одни США. Вот. Но в целом мы теперь, естественно, ждем эти запасы. Они выйдут в 23.30. Притом, смотрите, обратите внимание, что у нас было с облигациями. Облигации у нас падают, господа. Они не растут, они падают. Облигации падают, а доллар-то растет. Вот и весь вам ответ. То есть, когда облигации падают, индекс доллара должен был тоже слабнуть, а он растет. Потому что это чистой воды спекуляция, это чистой воды манипуляция. Даже не спекуляция, а манипуляция. То есть, это чистой воды применение доллара как оружия. Вот и все. Для того, чтобы сдержать цены на нефть, не дать зарабатывать бюджету Российской Федерации и, соответственно, сдержать ту инфляцию, которую разгоняют сами американцы. Про это мы уже говорили неоднократно. Так что, в принципе, здесь ничего не поменялось. Что мы будем, господа, соответственно, ждать с вами на завтра? Выступление представителей ЕЦБ Энри, выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Йокник и выступление представителя ЕСВ господина Де Сагуни. Да? Это все будет связано, скорее всего, естественно, прежде всего с Европой. Но, как мы понимаем, это, естественно, будет абсолютно согласовано с ФРС. Да? Дальше, базовые заказы на товары длительного пользования. Это вот как раз к вопросу рецессия, не рецессия, да. И выступление члена наблюдательного совета, опять же, ЕЦБ Тоуменина, да. А почему нету ни одного ФРСника? Потому что у них сейчас неделя тишины. Перед ставкой они выступать не имеют права, потому что это фактически влияние на рынок, и это запрещено. Дальше, смотрите. Основное будет запасы сырой нефти в США официальные. Вот ровно то, что мы будем прежде всего завтра ждать. И именно поэтому, так как у нас фактически основных событий еще не было, мы видим по большому счету именно по доллару-рублю никакой абсолютно сильной динамики нет. Связано это безусловно с тем, что, естественно, Россия-то ждет еще своего непосредственно решение по процентной ставке, да, которое произойдет у нас в четверг. В четверг будет уже решение по нашей ставке, и в связи с этим, соответственно, мы сидим и тоже, как говорится, никаких... нет, простите, в пятницу. В пятницу будет, да. Вот. Не в четверг, а в пятницу, то есть до конца недели. В связи с этим, соответственно, никто не рискует пытаться там куда-то разгонять валюту и так далее, да. А теперь смотрите еще один интересный момент, я вам покажу в нашем, соответственно, как говорится, канале, да. Ну, во-первых, первый момент, смотрите. Значит, сейчас покажу. Вот смотрите, по поводу госдолга. Как многие из вас знают, я просил Конгресс, это выступает Йеллен. Или приостановить лимит госдолга, да, и с 1989 года Соединенные Штаты своевременно оплачивали все наши счета.
так должно быть и дальше. По моей оценке, по оценке экономистов в целом, дефолт по нашему долгу приведет к экономической и финансовой катастрофе, сказал Йеллен. Да? По словам Йеллен, в случае дефолта американских предприятий столкнутся с ухудшением ситуации на кредитных рынках, а правительство вряд ли сможет осуществлять выплаты миллионам американцев, в том числе семьям военных, пожилых людей. Да? В более долгосрочной перспективе дефолт приведет к бессрочному повышению стоимости заимствования, инвестиций в будущем станут существенно более дорогостоящими. Эту экономическую катастрофу можно предотвратить. Решение простое. Конгресс должен проголосовать за повышение или приостановку лимита госдолга. Он должен сделать это без каких-либо условий, и он не должен ждать до последней минуты. Я считаю, что добиться этого основная обязанность лидеров нашей страны, добавил министр. Вот смотрите, ситуация с госдолгом, да, она тоже у нас сейчас нагнетается. Притом, смотрите, на самом деле, если бы мы жили в реальности, да, а не в той, которой, скажем так, зазеркалье, которое нам создает Америка, да, то, естественно, когда проблемы начинаются с госдолгом, да, то есть это становится под вопросом вообще, насколько, так сказать, доллар будет надежный и так далее. Понятное дело, что никто не верит в этот дефолт, да, но в целом на этом доллар должен быть слабнуть, а он и растет у нас, он укрепляется, да. Теперь смотрите дальше. Значит, вот, кстати, тоже интересный момент. Тоже решил вам тут его показать, потому что на самом деле тоже многие еще бывают в комментариях спрашивают, так что теперь все, доллару конец, телевизоры смотрят, да, там тоже все рассказывают, что все, от доллара отказываться и так далее. И вот посмотрите реальный ответ, как бы, да. Полагать, что Россия сейчас может полностью отказаться от использования резервных валют в международных расчетах, наивно, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Однако для расчета в рублях и валютах дружественных стран резко возросла, отметил он. То есть процесс дедоларизации, конечно, идет, но так, чтобы прям все, вот кидайте, все продавайте, бегите и ждите там рубль, вернее доллар к рублю там по 30 рублей, вот чтобы вот таких вот мыслей у вас не было. И в очередной раз вам это, как говорится, подтверждаю, да, что никто от доллара пока полностью отказаться все равно не сможет. То есть в любом случае это будет все это дело использоваться. Теперь смотрите еще один момент. Это вот к вопросу о том, как у нас аналитики переобуваются на ходу, да. Вот смотрите, по мнению эксперта, рубль может начать расти после майских праздников, когда экспортеры начнут продавать накопленную валюту. То есть до этого этот крендель нам рассказывал про то, что я помню очень хорошо, что рубль укрепится до 77 прямо на этой неделе, пойдут продажи экспортной выручки, и мы прям укрепимся до 77. Потом этот же товарищ из Промсвязьбанка полагает, что доллар во вторник будет торговаться в диапазоне 80-82 рубля, стремясь к его нижней границе, то есть типа на укрепление. Отметим, что поддержка рублю со стороны экспорта все же выглядит довольно слабой. Да ну нафиг, я об этом постоянно говорил, о том, что никакой сильной продажи НДПИ не позволит сильно укрепиться рублю. А вот они, оказывается, у нас тоже это увидели. До этого они писали, что вот этому экспортеры окажут поддержку, 5 и 10. Вот это к тому, чтобы, господа, вы когда читали все эти прогнозы, то все-таки понимали, насколько там часто вешают просто лапшу на уши. Подстраиваются под ту ситуацию, как она выглядит. Что отчасти связано с увеличением роли рубля во внешнеторговых отношениях, поэтому более ощутимого укрепления национальной валюты ожидать на этой неделе не приходится. Гениально. Я это все рассказывал вам неоднократно, еще при том до несколько недель до этого назад. В общем, смотрите, да, ситуация у нас в итоге какая? Даже эти товарищи, да, в итоге пришли к выводу, что НДПИ не укрепит у нас никакой рубль, да, никаких там полетов на 75 там и прочее тоже не будет, да. Среднегодовая там, которая у нас курс там 70, по-моему, 50, 70, не помню уже сколько, 78 что ли, сейчас уже вспоминать не буду, указывал нам Центробанк, тоже пока, естественно, ничего не будет. А значит, в связи с этим что? Правильно, мы ждем дальнейшего укрепления по доллару, а вот там могут начать уже экспортеры продавать выручку. Когда уже, как говорится, курс вырастет, да, когда уже будет более выгодная цена, тогда они будут, собственно говоря, что называется, по-настоящему продавать. Ну и понятно, что мы, конечно же, сейчас ждем решения, господа, поставки. Прежде всего, в начале по российской. А если мы посмотрим сегодня российский рынок, там тоже все просто стоит в доджах. То есть практически никто никуда ничего не двигается.
Поэтому все, естественно, в ожиданиях. Все в ожиданиях ставки, и это абсолютно логично, что, в принципе, и требовалось доказать. Смотрите, что у нас сегодня еще с американским рынком. Обратите внимание, кстати, надо еще, вот я думаю, вот эта вот реакция, да, на переизбрание Байдена. То есть он решил податься на переизбрание, то есть он, так сказать, заявил о своей кандидатуре. Как оценивают это рынки? Они говорят, ну понятно, все, значит вот эта вот кредитная политика, она будет продолжаться, денежно-кредитная, то есть, соответственно, ставки будут продолжать повышаться, соответственно, ФРС будет шпарить станок, плюс, соответственно, вся эта резаная бумага будет продолжать работать, и вот, собственно говоря, реакцию мы видим. Там, конечно, у нас еще один был момент, да, про банковский кризис, вот этот, да, вот то, что мы с вами прочитали, вот, нет, не прочитали, видимо. Между тем, акции First Republic Bank упали. Да, ну я вам читал это, да, после того, как более сильное, чем ожидалось падение депозитов, вновь разожгло опасения по поводу регионального банковского кризиса. То есть, у нас в прошлый раз мы нефть уронили на банковском кризисе. Помните, я вам рассказывал это все, мы с вами разбирали подробно. Вот она, пробой был как раз вот этого важного 78 уровня, да? Это, ой, простите, вот здесь, вот, да, вот 78 уровень, который, так сказать, как раз защищали и саудиты, непосредственно потому, что бюджет у них был сверстан с этого именно значения, да? И, соответственно, на банковском кризисе все это дело пролетели. И здесь у нас банковский кризис, какое прям вот совпадение, случайность, попадает именно тогда, когда, собственно говоря, нефть пытается прорваться за 82.50, восстановить вот этот квартальный коридор, да, за середину, и, соответственно, начать расти в сторону 88. Но еще раз, господа, напоминаю, у нас сегодня только 25 число, да, то есть еще месяц идет, который не испытывает в данный момент реального сокращения нефти, да, то есть реальная добыча пока не сокращается. Все это еще впереди, но за это американцы пытаются момент испытать, использовать для того, чтобы обратно загнать вот в этот диапазон, да. Поэтому на самом деле вот эта вот реакция американского рынка, она вполне логична. Понятно, доллар вырос, да, мы же увидели, насколько доллар вырос. Вот он, пожалуйста, вам, чистый манипулятор, в чистом виде. На самом деле отчеты, которые идут, они не такие уж плохие. То есть отчетный период, в принципе, по большому счету никакую суперрецессию не показывает. Но вот мы видим, 400 пробито. 400 мы должны были держать, пробито, уходим на 4.80, и теперь уже будем торговаться до 4.80 до 400. Потому что, еще раз говорю, ожидают, естественно, решения по процентной ставке, которая начинает все больше расти вероятность, что могут даже и не 0.25. То есть, если, соответственно, будет достаточно устойчивая ситуация в экономике, значит, повышение ставок вполне может продолжиться. Естественно, переизбрание Байдена ничего хорошего не несет никому вообще. Поэтому, соответственно, это тоже, безусловно, имеет огромное такое значение для рынков. Они тоже это оценивают негативно. Нигде этого я не увидел, ни в бюллетенях, нигде ничего не пишут, потому что все, абсолютно, все Блумберги, Яха там и так далее, все контролируются демократами. Абсолютно. Вы ничего там не найдете того, чтобы было реально. Там все за демократов топится, и все топится против республиканцев. Поэтому, на самом деле, даже в Америке там полная диктатура, стопроцентная. И даже с точки зрения экономических данных получить что-то без повесточки не получается. Поэтому как бы это надо тоже момент учитывать. Вот такие, господа, у нас получаются события на завтра. Вот такая история у нас вырисовывается на завтра. Давайте теперь посмотрим непосредственно по, значит, прогнозов. Значит, смотрите, здесь все равно я считаю, что по доллару мы, естественно, пока не выходим за 82. Наша ставка еще впереди, аж в пятницу. Завтрашние данные никаким образом сильно повлиять не могут, кроме запасов по нефти. Вот запасы по нефти, и мы видим уже заранее подавление цены на нефть. Да? Поэтому, опять же, да, мы видим реакцию не сильно. То есть, ну, восстановили на 81.50. Соответственно, вот он, 82. Цели у нас, конечно, уходят вплоть до 83, но я больше чем уверен, что пока только 82. 82,5 пока не будет. Дальше смотрим. В евро-рубль. Вот здесь картина поинтересней. Здесь у нас почему-то вдруг пошел такой нехилый откат. Возможно, это на заявлениях непосредственно товарищей из Евросоюза, которые у нас были, да? Но опять же, это все временно. Это временно, господа. Я больше чем уверен, что здесь обратно будет возврат на 89.
Это, скорее всего, в преддверии вот этих данных по юаню. По юаню тоже, смотрите, идет тоже ослабление. То есть, смотрите, держится сам рубль, да, рубль к доллару, потому что доллар, понятно, укрепляется. Ну тут все понятно, господи, все понятно. Доллар-то растет, поэтому падает юань и евро. Чем мы тут мозги пудрим? Все верно, доллар-то растет, вот он. Поэтому, соответственно, евро и юань по отношению к рублю, они в этой ситуации начинают падать. Кросс-курсы. Поэтому все понятно тут. Но опять же говорю, ненадолго. Все это ненадолго. Обратите внимание, кстати, 80-83. А на официальном курсе у нас 81.67. Очень интересно. В общем, на Форексе у нас картина немножко другая. Мы даже, получается, падаем ниже, чем 81. Странно на самом деле. Почему? Потому что на укрепление по доллару сейчас идет. А мы видим обратную картину. И нефть у нас при этом не растет, да? Нефть у нас же не растет? Не растет. Но картина довольно странная. Да, смотрите, нефть тоже не растет. В общем, смотрите, ладно, все это, как говорится, волатильность. Значит, смотрите, по доллару рублю в итоге, как я сказал, 82, все равно восстановить мы это дело восстановим. По евро в итоге все равно 89, 89,50. Я думаю, что это, скорее всего, перед закупом каким-то его опустили. 89 и 89,50. Ну, понятно, потому что доллар укрепился, еще раз говорю. Но дальнейшего укрепления не будет. Здесь, скорее всего, как раз в какой-то момент, как только выйдут запасы по нефти, все резко может поменяться. И, соответственно, 89, 89,50, ну, не выше 90, да? Это пока. И по юаню, соответственно, здесь тоже картина 11,80, 11,90 не меняется. За 12 пока не жду. Жду непосредственно в этом диапазоне 11,80, 11,90. В последнее время юань стал показывать такие моменты, когда стал опускаться в район к 11,70, да. Но, опять же, все это пока временно. Я говорю, ждем решения по процентной ставке. Вот это будет уже самое как бы основное после того, как выйдут запасы по нефти. Ну, а все вот эти данные по ВВП и так далее, они, еще раз говорю, они, скорее всего, покажут отсутствие рецессии, на чем, естественно, полетит нефть, а когда полетит нефть, за ней, соответственно, полетит доллар. Вот и все. Поэтому мы как бы должны понимать, что на картину рынка, да, и вообще как бы курсов надо смотреть не прямо линейно, да, а как бы понимая все нюансы. То есть одно дело, как это должно быть, а другое дело, как это на практике происходит, потому что, еще раз говорю, рынок манипулируем. Значит, на этом, господа, напоминаю, те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций. Всегда я там на прямой связи, можете всегда мне там тоже задать вопросы, напрямую написать и так далее. В YouTube не всегда все комментарии успеваю отвечать. Вот. Также напоминаю, что, естественно, будем делать обзоры каждый день, вплоть до конца, естественно, недели. В пятницу будем подводить итоги. Курс у нас плавающий, поэтому, когда там вопросы возникают по поводу того, а до конца года и так далее, господа, я такие прогнозы давать даже не буду. Потому что, еще раз говорю, любой день вы видите. Один день может быть вот такой, вот такой, вот такой, а другие дни вот такие. Да? Это все будет зависеть от той конъюнктуры на рыночной, которая будет происходить. Но это происходит каждый день. То есть сейчас курс это не зафиксированная абсолютно часть, которая ходит непосредственно по определенному диапазону, кому-то привязана и так далее. Да? Мы уже слышали от Набиуллиной, что она четко сказала, мы не будем курс никому привязывать, дабы не зависеть от чужой денежно-кредитной политики. Поэтому он плавающий. А раз он плавающий, значит отслеживаем его каждый день. И все события, безусловно, влияют на непосредственно динамику в ту или иную сторону. Вот эта неделя у нас пока, по крайней мере, начало начинается, да, как предыдущая, то есть в режиме ожидания, поэтому у нас идет такой узенький диапазон и в связи с этим не сильные колебания. Но как только события, которые как триггеры выступят и запустят процессы, все резко начнет меняться. Поэтому, соответственно, если не хотите пропустить и понимать, как это будет происходить, следите за нами, подписывайтесь, будьте в курсе. В пятницу подводим итоги всей недели, а непосредственно в воскресенье буду делать обзор следующей недели. А следующей неделе, господа, ключевая, там ставка ФРС. Так что подписывайтесь, будьте в курсе и, соответственно, на этом до свидания.